Всем привет! Сегодня у нас расклад «Какова истинная миссия твоей души в этой жизни?». И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. У единичек как все интересно получилось. Итак, как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я какой-то вопрос не забыл. И первый, какова истинная миссия? А миссия твоя, знаешь, это быть мостом между теми, кто застрял в тупике, и новыми возможностями. То есть, ты знаешь, ты пришла в эту жизнь, чтобы разруливать ситуации, где люди не видят выхода. Не психологом в кабинете, нет, а прям вот живым человеком, который умеет найти третий путь там, где только два пути, понимаешь? Твоя сила, она, знаешь, в том, что ты чувствуешь, когда человек завис там в своих мыслях и так далее, и принять решение не может. И ты умеешь это все расшевелить не советами, энергией своей. Ты заходишь в ситуацию и людям показываешь, что можно вот по-другому вот тут сделать, и здесь вот тоже по-другому сделать. Твоя миссия быть вот живым примером того, что любой тупик можно превратить, как говорится, в эту стартовую площадку. Понимаешь? Ты работаешь с энергией застоя. Вот везде, где что-то стоит на месте, там в отношениях, в бизнесе, в семьях, неважно, ты приходишь и запускаешь движение. Не ломаешь старое, а вот именно показываешь, как из старого сделать новое. И вот твоя задача — научить людей не бояться перемен. И не сидеть вот в ожидании вот этого, как его, 1 числа, со следующей недели, то есть в ожидании идеального вот этого момента. Причем делаешь ты это не через лекции, а через свои поступки. Люди на тебя смотрят и понимают, что можно жить иначе. Можно не мучиться там выбором, а просто начать двигаться и корректировать путь по ходу действия. Понимаешь? Твоя миссия — это быть катализатором для тех, кто вот забыл, что такое инициатива. И ты показываешь, что любое начинание, оно лучше, чем вот эти красивые планы, но без действий. И вот самое главное, ты умеешь заразить людей своей вот этой легкостью к переменам. Что из прошлого воплощения формирует эту миссию? Ну, знаешь, в прошлой жизни ты была человеком, который довел до конца очень серьезный какой-то проект. Что-то глобальное, не просто там в магазин сходил, а вот глобальное что-то, что требовало многих лет работы и затрагивало очень много людей. И ты прошла через полный цикл от идеи до результата. Получила признание, получила эти овации, аплодисменты, то есть достигла вершины в своем деле. И заслуженно заслужила уважение. Но в конце этого пути ты одну важную вещь поняла. Успех без радости — это вот, как сказать, пшик, это пустышка. Ты всего добилась, чего ты хотела, а внутри была пустота. Вот в каком-то фильме было сказано, вот есть же вот Эверест, самая высокая гора. Добираешься до нее, оглядываешься, а все. Ничего выше уже не преодолеешь. Вот у тебя примерно так же было. Добралась до вершины, а внутри пустота. Потому что всю жизнь шла к цели, забыв про сам процесс. Работала как робот, отсекала лишнее, жертвовала отношениями ради результата. В той жизни ты была очень этим практичным человеком.
умело ресурсы добывать, умело строить, создавать вот эти блага материальные, но в какой-то момент ты осознала, что ты связь с людьми потеряла. И мало того, с собственными чувствами тоже связь потеряла. Весь твой опыт, твои знания, они не приносили настоящего удовлетворения, потому что ты забыла, зачем ты все это делала. Поэтому в эту жизнь ты пришла вот с пониманием, что важен не только результат, но и то, как ты к нему идешь. Важно сохранять вот это там любопытство, живость, там способность радоваться мелочам. Твой прошлый опыт дал тебе навыки достижения целей, но душа урок запомнила. Нельзя ради успеха терять человечность. И вот сейчас ты используешь тот опыт, но по-другому уже. Ты знаешь, как результатов добиваться, но при этом ты не забываешь про то, что жизнь должна приносить удовольствие. И не завтра-послезавтра, а именно здесь и сейчас. И именно поэтому ты можешь научить людей двигаться к целям без фанатизма, без вот этого самоистязания и прочей шелупуни. Совет. Ну, знаешь, миссия раскроется у тебя через работу с эмоциями, как своими, так и чужими. Не избегай чувств, не старайся быть всегда вот этой, которая головой только думает, рациональной. Твоя сила, она именно в том, что ты умеешь сочетать практичность с эмоциональной открытостью. Поэтому развивай вот эту способность. Учись людей, знаешь, не по словам читать, а по состоянию. Ты уже умеешь делать там интуитивно все, но ты можешь развить вот этот навык сознательно. Вот обращай внимание на то, как меняется атмосфера в комнате, в офисе, на работе, когда ты заходишь. Замечай, как люди реагируют на твое присутствие. Это твой инструмент работы. И знаешь, советы не торопись давать. Твоя задача не рассказывать людям, что делать, а показывать, что можно чувствовать по-другому. Когда человек рядом с тобой начинает верить в свои силы, это вот и есть твоя миссия в действии, понимаешь? Ну а сама занимайся там творчеством, даже если кажется тебе, что это все несерьезно. Там рисуй, пиши, танцуй, пой, на балалайке играй. Что угодно, что вот помогает тебе оставаться живой и открытой. Творчество — это вот твой способ поддерживать связь с источником энергии. И самое важное — доверяй своей интуиции в отношениях. Ты знаешь, с кем стоит работать, с кем не стоит работать. Не трать силы на тех, кто не готов меняться. Ты их очень много тратишь на этих людей. Твоя энергия, она нужна тем, кто действительно хочет выйти из вот этого болота. Поэтому учись различать готовность к переменам и вот эти пустые разговоры про желание, что когда-то стану миллиардером. Ты пришла сюда не для того, чтобы спасать всех подряд. Ты пришла, чтобы быть маяком для тех, кто готов плыть к новому берегу. Поэтому свет свой маяка береги и дели его только с теми, кто его ценит, а не тот, кто там с понедельника, с 1 числа, с Нового года и прочая ерунда. Обязательно подпишись на канал, жмякни на колокольчик, и давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, у вас тоже все интересно складывается. Ну смотри, первый вопрос, какая миссия все-таки? Это, знаешь, какая твоя миссия? Это людям возвращать их детские мечты, но взрослыми инструментами. Я объясню, вот смотри, ты в эту жизнь пришла, чтобы всем напоминать, что мечтать не стыдно. Даже когда тебе за 30, за 40, за 50, за 70 даже.
Ты умеешь брать то, о чем люди мечтали в детстве, и показывать, как это воплотить во взрослой жизни. Понимаешь? То есть твоя сила, она в том, что ты вот, как сказать, вот видишь связь между тем, кем человек был в детстве и кем он может стать сейчас, независимо от возраста. Люди приходят к тебе вот такие усталые, разочарованные, забыли, что у них какие-то желания есть. А ты умеешь разбудить в них того ребенка, который когда-то хотел стать там космонавтом, художником, там изобретателем, путешественником, неважно. Но ты не просто говоришь там «следуй за мечтой, и она у тебя вон за тем поворотом». Нет, ты показываешь конкретные шаги. То есть у тебя есть способ превращать детские фантазии в реальные начинания, в реальные проекты. Ты берешь какую-то там забытую мечту у человека и создаешь вокруг нее план действий. И показываешь возможности, ресурсы. Вот твоя миссия — это вот как раз быть переводчиком между миром вот этих детских грез и взрослой реальностью. Ты доказываешь людям, что можно жить как взрослый, но сохранять при этом вот это детское восхищение там солнышком, жизнью и так далее. Что можно зарабатывать деньги тем, что радость приносит. Что серьезность — это не равно скука. То есть ты работаешь с ностальгией, но ты не оставляешь людей в прошлом. Ты берешь лучшее из их детства и переносишь в настоящее. И вот твоя задача — показать, что взрослая жизнь, она может быть такой же вот яркой, интересной, там, захватывающей, как в детстве. Если знать, конечно, правильные инструменты. Что из прошлого воплощения формирует эту миссию? Ну, знаешь, ты в прошлой жизни была, вот как сказать-то, в ловушке ограничений. Но при этом ты обладала мощной интуицией. Ты жила в таком обществе, где женщинам нельзя было проявлять там свои способности, там вот это все. Тебе приходилось скрывать, что ты умная. Приходилось скрывать свои знания, свою способность видеть то, что не видят другие, тебе приходилось скрывать. И ты знала ответы на многие вопросы. Чувствовала, что там с людьми происходит, понимала там скрытые причины разных событий, но говорить об этом было нельзя. Тебе приходилось молчать. Там люди что-то неправильное делают, ты знаешь, как нужно сделать правильно, но молчала. Приходилось притворяться вот дурочкой, что ли. Вот не дурочкой, а вот, как сказать, ну, притворяться приходилось глупее, чем ты была на самом деле. И эта жизнь, она была у тебя полна внутренних вот этих конфликтов. С одной стороны, у тебя был дар понимания людей, ситуаций, а с другой стороны, ты была связана по рукам и ногам вот этими социальными правилами. Ты чувствовала себя как птичка в клетке. То есть видишь весь мир, но не можешь в него полететь. И вот в какой-то момент ты поняла, что ты можешь влиять на людей не прямо, а через какие-то истории, там символы, образы. То есть ты научилась говорить правду языком сказок, загадок, песен и так далее. И люди слушали тебя и получали нужные ответы, даже не понимая, что именно произошло. И вот этот опыт, он научил тебя работать с подсознанием, с глубинными потребностями людей. Ты просто поняла, что вот иногда прямые слова, они не работают, а образы и воспоминания, они работают. Поэтому сейчас ты вот так хорошо умеешь возвращать людям их мечты детские. Просто ты знаешь, как обойти защиты вот этого взрослого мозга и дотронуться до детской души. Совет. Ну, знаешь, твоя миссия, она, знаешь, требует постоянного баланса между спонтанностью и глубиной. Не зацикливайся на одном подходе. Иногда, знаешь, нужно быть легкой, веселой, там, непосредственной, как ребенок, да, который только что придумал там новую игру, например.
А иногда нужно уходить в себя, там размышлять, искать ответы в тишине, я имею в виду. Поэтому учись чередовать эти состояния. Когда работаешь с людьми, будь там открытый, энергичный, вот этой вот заразительный. Показывай, что жизнь — это приключение, а не список обязанностей или там список из планов. Но регулярно отключайся от всех и проводи время наедине с собой, иначе сожрут. Потому что в тишине ты получаешь вот самые важные инсайты о том, как людям помочь. И не бойся там выглядеть там странненькой, да, или там слишком детской. Твоя непосредственность — это не недостаток, это твой инструмент работы. Люди, они, знаешь, вот устали от вот этих серых, серьезных лиц. Им нужен кто-то, кто покажет, что можно радоваться жизни и при этом быть эффективным. Знаешь, свою интуицию через творчество развивай. Придумывай истории, придумывай стихи. Вот стихотворение — это твое то самое. Придумывай там не обязательно для публики, а вот для себя. И это помогает тебе оставаться в контакте с той частью души, которая знает ответы на все вопросы. Понимаешь? Твоя задача не убеждать всех подряд, нет. Работай с теми, кто готов вспомнить свои детские вот эти мечты. Есть люди, которые вот намертво закрылись от детства. Они, вот эти люди, не твоя ответственность. Ищи тех, в чьих глазах есть еще вот эта вот искорка детства, там, детского любопытства. Именно для них ты и пришла в эту жизнь, понимаешь? И обязательно подпишись на канал, жмякни на колокольчик, а мы перейдем к третьему варианту. Троечки. У вас вот прям тоже все сложилось, как говорится, надо. Миссия твоя, твоей души, она, знаешь, это собирать людей, которые разучились любить и верить. То есть ты пришла в эту жизнь, чтобы работать с теми, кто прошел через серьезное разочарование в отношениях и теперь вот с закрытым сердцем живут. Твоя задача не лечить их раны, нет, а показывать, что после боли можно снова открыться для настоящих чувств, для следующих чувств. Ты очень чувствуешь людей, которые вот, знаешь, вот которые все мужики козлы, все там женщины эти меркантильные, то есть которые потеряли веру в любовь. Они в твою жизнь приходят такими циничными, осторожными, с установками, что там больше никого никогда не подпущу к себе. А ты своим примером показываешь, что можно быть ранимым и при этом сильной. Что можно людям доверять, не становясь вот наивной дурочкой. И вот сила твоя в том, что ты сама прошла через очень сильно, как сказать, через глубокие разочарования. Но ты жестокой не стала, как они. Ты знаешь, как болит, когда тебя предают или там бросают, изменяют тебе. Но вместо того, чтобы закрыться, ты научилась любить вот по-другому. Без вот этой больной зависимости, без попыток переделать человека, без жертвования собой. И вот ты сейчас собираешь вокруг себя людей, которые боятся снова влюбиться. И создаешь для них безопасное пространство. Не групповую терапию, нет, я не про это. А вот я про среду, где вот можно быть честным, вот, как сказать, вот, где можно раскрыть свои чувства, где не нужно изображать, что там все хорошо, там идеально и так далее. Где можно признать, что больно, и при этом не получить совет, там просто забудь и живи дальше.
Вот как раз твоя миссия — возвращать людям способность вот к этим глубоким чувствам после травм. Ты показываешь, что разочарование — это не приговор, это опыт, который делает любовь более осознанной, более настоящей, более вкусной. Что из прошлого воплощения формирует эту миссию? Ну, знаешь, ты очень сильной женщиной была в прошлой жизни, которая взяла на себя роль защитницы, роль наставницы, я бы сказал. У тебя была власть, у тебя было влияние. Люди к тебе приходили там за помощью, за руководством. То есть, ты знаешь, ты умела решать проблемы. Была справедливой и никого не обижала без причин. Люди тебя и уважали, и боялись, и это одновременно было. Но у этой силы, конечно, была обратная сторона. Без «но» не бывает у деда раскладов. Ты настолько в той жизни привыкла быть сильной для всех, что ты забыла, как быть просто женщиной. Решала проблемы других, защищала слабых, наказывала виноватых, но при этом ты была очень одинокой. Никто в тебе не видел человека, который может быть там уязвимым и нуждаться на ручки хотеть. Вот ты была как крепость. Надежная, но холодная. И люди приходили за помощью, но не за близостью. Тебя любили за то, что ты делаешь, а не за то, кто ты есть. И ты сама даже привыкла вот оценивать себя только через пользу, которую другим приносишь. И в какой-то момент к тебе пришел такой человек, который был молодой, неопытный, но искренний. И он не боялся твоей силы, и он не пытался тебя использовать. Он просто хотел быть рядом, учиться. И вот во взаимоотношениях с ним ты впервые за долгое время почувствовала себя вот не наставницей, а женщиной. Но у тебя была проблема. Ты не знала, как совместить вот эту силу свою, да, с мягкостью. Потому что привычка контролировать все вокруг, она мешала тебе довериться. В итоге ты его оттолкнула, потому что ты боялась показаться слабой. И вот этот опыт, он тебя научил, что истинная сила, она вот в способности быть уязвимой с правильными людьми. Поэтому сейчас и ты знаешь, как помочь другим найти вот этот баланс между силой и открытостью. Все просто. Совет, ну знаешь, совет, знаешь, миссия твоя, она требует вот постоянного движения между вот активностью и принятием. Не пытайся все ситуации решать там силой и действием. Иногда вот самое лучшее, самое мудрое — это остановиться и позволить событиям развиваться своим чередом. Поэтому учись различать, когда нужно вмешаться, а когда нужно, как говорится, отступить и довериться течению реки времени. Понимаешь? Когда с людьми работаешь, то не спеши их чинить. Твоя задача не в том, чтобы быстро вытащить человека из депрессии и вот этого всего. Или быстро заставить его снова поверить в любовь. Нет. Твоя задача просто быть рядом и показывать своим примером, что жизнь продолжается даже после вот этой сильной боли. Понимаешь? И не бойся людям говорить правду об отношениях. Даже если она неприятна. Многие, знаешь, пытаются успокоить словами, все будет хорошо, ты еще найдешь кого-то получше, этот был не твой бы не ушел. Вот это вся херня. А ты можешь сказать честно. Да, больно, да, несправедливо, да, этот человек оказался говном, не тем, за кого себя выдавал. И именно вот эта честность, она помогает людям начать исцеляться по-настоящему, а не вот это вот шелупоневское, найдешь другого. Понимаешь? И развивай в себе способность видеть потенциал в разрушенных отношениях. Не для возврата к старому, нет, а для создания чего-то нового.
Ты умеешь показывать людям, как вот использовать боль как материал для строительства более здоровых отношений. И знаешь еще одно, запомни, ты не обязана спасать все раненые сердца на планете. Работай только с теми, кто действительно готов меняться. Их 1%. Потому что многие, вот 99%, им просто выгодно. То есть им просто нравится себя жалеть. И твоя энергия, она драгоценна, запомни это. Не трать ее на тех, кто предпочитает там оставаться жертвой всего мира, жертвой обстоятельств, жертвой мужиков и так далее. Это не твоя аудитория. Ни в коем случае к таким не лезь. И приходи в проживание, конечно же, арканов, и помни, что дед всегда рядом.